вот, наконец, добрались мы до легендарной барахолочки в Бытоме. Приветствуем всех на нашем канале. Давайте прогуляемся вместе по барахолочке. Подписывайтесь на канал. А вот уже и первые продавцы раскладываются. Слышите, там колья вбивают, палаточки готовят, будут раскладывать товар. А мы уже тут как тут. О, клеймо, имитация севра. Вот такая шоколадница. Посмотрим эту симпатичную моку в стиле ар-деко. Вот, пожалуйста, клеймо. И вот так выглядит блюдце. Что-то из современного. Пока продавец нахваливает и рекламирует свой товар, мы рассматриваем, какие бабочки. Кстати, напишите, что вам понравилось на этом столе. Взгляд зацепился за эту мокку. Какой необычный декор. Но это же пальметта. Кто знает клеймо, пишите. Богемия? Может быть. О, какая роскошь! Но это явно Роллов. Посмотрим. Точно. Большое блюдо, роскошный васильковый цвет и много золота. За это блюдо продавец хочет 500 злотых. Это примерно 120 евро. Teraz już coraz rzadziej się to trafia, nie? Ale kiedyś to się przywoziło. Takie kurwa, jak oni nazwali. Ja kiedyś rum taki przywiozłem. Ja go sam go wypiłem, ale ja pierniczę, takiego rumu to nie... Блюдо, конечно, роскошное. Впечатляет. Рассвело. Сейчас будет очень комфортно гулять. Вот так выглядит рынок. Бытомский сверху. Солнце. Погода хорошая, тепло. Рынок огромный, разнообразный. Одно слово – легенда. Роскошная белая ваза, эффектный рельеф, пути, сбор винограда. А вот листья акантуса в золоте и клеймо «Н» под короной. Не Каподимонте, а Эрст Бонезёне, Германия. Интересное решение от Розенталь. Статуэтка, а в основании в дырочке можно вставлять цветы. У статуэтки потеряны пальчики, но несмотря на это, продавец хочет 1700 злотых. Это приблизительно 405 евро. Oni sobie tak współpracowali, bo tak jak byli Niemcy. Еще один интересный стол. И смотрите, ваза, ручки. Это же опять дельфины. No słuchajcie, to są najlepsze wyroby też jakie były. Ten wzór. Nikt tego wzoru nie potrafił. A вот здесь To tak все samo, słuchajcie, jak do Meissen. Pruska, Johann Schachter miał tylko jeden wzór piękny i nawet nie musi być sygnowany. Pan że из każdy będzie Чехии. od niego. И у него Не вот очень видите, Шахтера, интересные Шахтер был дома. предметы. Вот To jest- этот to jest- уникальный to jest просто 150%, wazon. To jest Rosenthal. Też bardzo sobie kupić. По словам продавца, чуть ли не единственный в Европе был продан такой же на аукции за 3700 евро. Эгерман, Чехия, даже сохранилась родная этикетка. Вот маленькая мока Розенталь Сансуси. Это урановое стекло, такие бонбоньерки по мотивам Курта Шлефокта. А это Карл Тириш. Моки, 19 век. Вот сигнатурку так видно. Сейчас посмотрим на другой. Клеймо, то есть. Вот на другой чашке хорошо видно клеймо. A, żeby nie dyszki.
Specjalnie widziałem 25, wtedy nie trzeba było już wydawać tych pięknych. To jest fajne, bo to jest И вот красивый такой nie jest już бокал, фужер. А здесь Майсон. Все, спасибо этому столу. Идем дальше. Очень много разнообразных мокко-пар. Видимо, тоже разделяют нашу любовь к этим элегантным, красивым, фарфоровым предметам. Главное, что они очень разнообразные по своему стилю, по форме, и все великолепные красотки. Внутрь не заходим, там очень темно из-за тента, поэтому снимаем на расстоянии. Вот так хорошо видно. Мы давно очень хотели попасть на этот рынок, и бытом нас совершенно не разочаровал. Много редких, даже уникальных вещей, которые не попадались нам в других местах. Кстати, это первое видео из большого цикла походов по барахолочкам Европы. Будет и Еленья Гура, и Гданьск, и даже Парма и Болонья. Так что спешите подписаться, чтобы не потеряться. А это знаменитые коробки Бытома. Здесь всегда много людей, все активно что-то ищут. Но здесь нужно очень долго копаться, чтобы что-то найти. И тогда Может быть, найдешь что-то стоящее. но это не точно. Мы чуть-чуть посмотрели, покопались и решили не терять времени. Пошли искать сокровища на столах. И снова наши любимые мокко-пары. О, Алечка, Алькакунст. Причем старое клеймо. А это цвет Тиффани. У нас есть такое трио в таком же цвете. Кому интересно, ссылочка будет в описании. Английские пары. Симпатичные, но довольно часто встречаются. Ух ты, какая прелесть! Чайник – гоночный автомобиль с гонщиком. Вы когда-нибудь видели такое? Очень интересно. Впечатляет. Красиво же. Вот. Даже попробовали и сняли крышку. Рискнули. Что тут еще? Белая лошадь. Лошадь белая. Чайники 19 века. Но битые. Ух, какой роскошный. Ансамбль. А мы уже изучаем очередной стол. Майсон. Эту роскошь ни с чем не перепутаешь. А вот в кобальте. Красивые трио. Оригинальные. Давайте их посмотрим. Кутченройтер. Ломоносов. ЛФЗ. Ох, какой интересный кобальт это. Ваймар, конечно, модель Дора. Ваймар, конечно. Продавец отвечает на вопросы покупателей, а мы в это время
Спокойно рассматриваем. Вот тарелка Эльминау. Это датский фарфор. А вот всеми любимый мольер. Что тут еще? Много золота, много кобальта. Опять Ваймар, модель Ютта. Вот, роскошный стол. Всех любителей мокапар приглашаем посмотреть наш плейлист, который так и называется «Красотки Мока двойки». Не только немецкие мокапары, но и вот эти, скорее всего, это Франция, без клейма. Рядом белая Мария Розенталь, очень многими любимая. И опять же Розенталь – это мольер, красавец. В центре майсонский букет и очень много золота. Глубокая тарелка. Очень красивая. Продавец хочет 400 злотых, это около 100 евро. О, какой интересный пейзаж. Пустыня, верблюд. Белое солнце пустыни. А кто там на верблюде-то? Товарищ Сухов, что ли? Возможно. О, какая вазочка. Надо поближе посмотреть. Сейчас поищем продавца, пока он там где-то ходит. Здесь не только Майсон, но и разные фигурки. Испанское ядро и английские. Такая девушка с веером нам уже встречалась. Пишите, какая фигурка нравится. Вытащили нам эту вазочку из витрины, из-под стекла. Посмотрим, покрутим ее, рассмотрим со всех сторон. Это Silver Overlay, серебряная накладка по фарфору. Это Розенталь. А узор, это же маленький принц со своей розой. Только почему он зеленый? Художник так видит. И красивое горлышко в стиле ар-деко. Очень необычная ваза. А вам нравится? А вот это роскошь. Серебро с позолотой. 12 800 злотых – это 3050 евро. Похоже, что это предназначено для морепродуктов, для икры. Такие крошечные ложечки. Но если это для икры, то где же емкость для льда? И почему сверху попугай? Непонятно. Пишите, кто знает. Кто разгадает эту загадку? И вот мы идем. Все рассматриваем. Где интересно, подходим. Какие милые тарелочки. Розенталь, Тут Сан-Суси. много розенталек. И такой редкий декор. Галантные сцены. Очень интересно. Как думаете, наверное, надо брать? Ale o ten też jest. Поближе рассмотрим. No i tutaj już pakujemy. Погода хорошая. На рынке народ активно ходит, активно выбирает, активно покупает. Мы тоже ходим, выбираем, ищем скарбы, ищем сокровища. Есть стекло, парфюмерный набор. Вот детишки Гюбель. Шагают один зонтиком, а один вот скаут или пионер.
можно сказать. Очень красиво, очень разнообразные цвета, ярко. Здесь такие аллеи, по которым гуляешь, и слева и справа шатры, палатки, павильоны, там, где все ищут что-то для себя интересное. И что самое главное, находят. О, начинается дождик. А вот здесь был чудесный сервиз Розенталь. Мы в самом начале рынка бежали, успели сделать фото. Если оно сохранилось, то обязательно вставим. Так вот, этот сервиз уже забрали, хотя одно трио было 800 злотых. Всю красоту очень быстро забирают. Поэтому непонятно совершенно, как наши коллеги говорят, вот мы сейчас посмотрим, а потом вернемся и заберем. А у нас нужно хватать сразу. Если все красивое, хватают просто из рук, из-под рук. Поэтому нам надо брать все сразу же, как только увидели. Понравилось? Берем. Вот так. Вот он, этот сервиз. Розенталь. Восхитительный. Посмотрите, носики у чайников, головы птиц. Только одно трио стоит 800 злотых. Это 190 евро. Видео в самом начале рынка не наснимали. Подумали, пробежимся и вернемся и еще раз сделаем видео. Кто же купит за 800 злотых одно трио? Не тут-то было. Купили. Причем весь сервиз. Цену за сервиз не успели узнать. Вот еще один сервиз, который мы хотели рассмотреть поближе, но успели сделать только фото. За него шла нешуточная борьба. Прямо аукцион на природе. Успели сделать только пару фотографий. Клеймо «Старая Вена», 18 век. Если мы правильно помним, продан за 2900 злотых, это что-то около 700 евро. Идем дальше. Вот тарелки. Очень красивые стаканы рюмеры. А вот здесь с гравировкой. И с глухарем. Рюмеры по 50 злотых. Это 12 евро. Рынок в Бытоме нас очаровал. О, какой чудесный розовый сервиз! Скорее всего, это Богемия, период между мировыми войнами. Рынок в Бытоме прекрасен. Очень нам понравилось. Не зря мы сюда стремились, на юг Польши. Так что даже приобрели интересные вещи. Нашли много уникальных предметов. Следите за нашими распаковочками. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Да, и не забудьте, что впереди у нас еще барахолочки из Италии, из Польши и из других интересных мест. Из разных уголков Европы. Да, у нас же есть отдельный плейлист барахолочки Европы с разных уголков. И Германия, и Австрия. И Словения. Так что заходите, смотрите и делитесь впечатлениями. Что вам понравилось? А еще можете написать, что бы вы хотели увидеть на канале. Очень трудно совместить поиски сокровищ на барахолке со съемкой видео, но мы очень старались. Пожалуйста, поддержите нас лайками, комментариями и подпиской. Ваша поддержка очень нас мотивирует.
До новых встреч на просторах океана Фарфор Европы. Спасибо, что были с нами. Пока! Увидимся!